Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Строим дом своими руками. Инструкция, технология проектирования дома из пеноблоков. Для строительства дома невысокой этажности все больше людей используют новаторские, рациональные идеи. Новые технологии, по которым используются материалы нового поколения, все больше применяются для строительства жилищ. Среди этих материалов можно назвать пенобетон и газобетон. Как правило, пенобетон используется для строительства дачных жилых построек. Итоговая конструкция отличается надежностью, прочностью и долговечностью, а стоимость постройки будет вполне бюджетной. Пенобетон известен своей относительной дешевизной по сравнению с другими строительными материалами. Его способность держать тепло позволяет использовать материал для возведения домов в местах с неустойчивым климатом. Преимущество дома из пеноблоков. Дома из данного материала отличаются надежностью и высокими характеристиками. Среди плюсов построения дома из пенобетона можно выделить такие качества. Экологическая безопасность материала. Не токсичен, не выделяет опасных запахов и токсинов при высоких температурах окружающей среды. Обладает высокими показателями теплоизоляции и шумоизоляции. Удобно использовать при возведении сооружения. Небольшой вес. По сравнению с таким материалом, как кирпич, обладает большими размерами. Благодаря тому, что пенобетон не тяжелый и объемный, построить здание можно гораздо быстрее, чем при использовании других строительных материалов. Для разрезания пеноблоков не нужно использование специальных инструментов. Распилить материал можно легко при помощи ножовки. Большим преимуществом пеноблока есть то, что после укладки нет необходимости производить отделку выравнивания стен. Но самым важным преимуществом данной продукции есть то, что построить свое гнездышко можно собственноручно, без привлечения строительных бригад и дорогостоящей техники. Это позволяет сэкономить немалую сумму. Построить дом можно в одиночку. Ну а два человека справятся с этой работой вообще просто и легко. Цена материала заслуживает отдельного разговора. Если сравнивать блоки с другими материалами, то он значительно дешевле. Но выбирая материал, следует помнить, что среди пеноблоков разница цен напрямую указывает на качество. При постройке собственного дома не стоит не учитывать этот момент. Покупка самого дешевого материала может неприятно удивить потом, по окончанию работы. Недостатки материала для строительства дома. Недостатков у продукта немного, но рассказать о них необходимо также. Самой большой отрицательной особенностью пеноблоков есть то, что они неустойчивы к механическому воздействию. Блоки трескаются при неправильной транспортировке, неаккуратном обращении. Но самым неприятным и неожиданным становится то, что блок может поломаться, будучи уложенным в стену. Такое случается при усадках фундамента, движении грунта. Пористая структура пеноблоков, которая значительно облегчает их вес, становится причиной высокой гигроскопичности. Чтобы материал остался надежным теплоизолятором, необходимо позаботиться о гидрозащите, иначе поры блока будут впитывать влагу, терять свои способности по теплоизоляции и разрушаться. Еще одним минусом становится то, что дом из пеноблоков требует внешней отделки. Даже блоки высокой сортности не смотрятся изысканно и добротно, поэтому внешняя отделка необходима. В этом случае минус становится плюсом. Обеспечивать дополнительную гидрозащиту. Выбор пенобетона для возведения жилища. После принятия решения строить дом самостоятельно, необходимо остановиться на материале, из которого будет возведен дом. Если выбор остановлен на пеноблоках, то следует разобраться с тем многообразием предложений этого материала. Плотность пенобетона. В зависимости от плотности материала определяется назначение в строительстве. Это могут быть пеноблоки для конструкций, для теплоизоляции и смешанные конструкционно-изоляционные. Вид материала. На строительном рынке предлагается несколько типовых размеров в зависимости от потребностей. Можно использовать классический моноблок, блок с пустотами, лего-пеноблок. Пеноблок лего дает возможность использования материала в вертикальных кладках. Категории сорт блоков.
если планируется финишная отделка поверх пеноблоков, то допустимо использование любой категории строительного материала. Различие первого и второго сорта только в незначительных внешних дефектах последнего. Сколы, царапины, не идеально ровные края. Но при укладке блоков не лучшего сорта увеличивается время, затрачиваемое на выравнивание швов. Также тратится больше клея или раствора на соединение блоков между собой. Внешние изъяны можно закрыть финишным покрытием. Так что решение принимать вам. Материалы какого сорта использовать. Существует 3 сорта пеноблоков. Разница между третьим и первым достигается больших цифр. Первый сорт дороже третьего в 3 раза. Покупать материал стоит на базе, расположенной как можно ближе к дому. В силу своей хрупкости длинная дорога может ощутимо уменьшить количество целых блоков. Проект дома из пеноблоков. Обращение к специалистам с просьбой о проектировании жилого дома – это очень дорогостоящая услуга. Можно самостоятельно создать проект, и это не будет стоить никаких финансовых затрат, а также сможете учесть все нюансы и спроектировать дом под себя и свои запросы. Планируя постройку и планируя предстоящий дом, что на небольшом участке целесообразно строить дом в несколько этажей. В таком случае в одном месте будут собраны многие постройки: погреб, гараж, подвал, сам дом. Если участок большой и не ограничивает на постройку большого дома, то строить жилище следует с учетом числа жителей. При самостоятельном проектировании лучше всего остановить свой выбор на одноэтажной постройке. Чем проще архитектурная конструкция, тем проще ее возвести и укрепить. Простота будущего дома позволит сэкономить средства, силы и время на его возведение. Инструкция по сооружению дома из пеноблоков. Перед началом строительства следует подготовить инструмент, который понадобится в процессе возведения дома. Мастерок, киянка, ножницы, линейка, рулетка, строительный уровень или отвес, шпатель, зубило, шуруповерт, ножовка по металлу, болгарка, электродрель, пилорама, бетономешалка. Если инструмент собрать несложно, воспользовавшись как имеющимся, так и взятым у друзей, то чтобы разработать проект, придется потрудиться. Очень много подготовительной работы, в процессе которого необходимо согласовать проект водоподведения, отвода стоков, отопительной системы. Также должен быть в наличии план электрического и газового снабжения. Необходимо вести четкий учет вопросов, расходов, все планировать и уметь быть гибким. 2 самых важных вопроса, которые должны быть учтены. Получение справок, разрешающих строительство, следует учесть. Если участок не имеет источника воды, необходимо пробурить скважину. Также необходима постройка для хранения инструментов. После решения предыдущих вопросов следует заняться заготовкой материала, подготовкой инструментов, причем покупать весь материал сразу нецелесообразно. Покупка по мере необходимости экономически выгоднее. Технология монтажа пеноблоков. Кладка пеноблоков не отличается от кладки кирпича шлакоблока. Если имеется хотя бы минимальный опыт строительства, возвести стены из пеноблока будет несложно. Даже если это первый опыт в строительстве, при использовании уровня возвести стены получится и у новичка. Тем более, что класть блоки проще, чем шлакоблок, потому что он гораздо легче и проще, чем кирпич, потому что пеноблок большого размера. Перед укладкой первого ряда следует не забыть о гидроизоляции. На фундамент укладывается рубероид. Он будет предотвращать проникновение влаги в пористую структуру пеноблока. Сначала укладываются угловые блоки. Сразу укладывается угол высотой в 5-6 блоков. Следует при помощи уровня проверять, насколько равна линия фундамента. При необходимости цементным раствором подравнивают все несоответствия. При кладке пеноблоков все время контролируется уровень. Если нужно, добавляется большее количество клея или раствора. При необходимости можно воспользоваться киянкой. Оставлять недоработки, но потом не рекомендуется.
все дефекты устраняются сразу. Каждые 5-6 рядов укладывается арматура по периметру всей постройки. Расчет пеноблоков для дома. Чтобы не оказаться в ситуации, когда для строительства дома было куплено слишком много или слишком мало, необходимо заранее правильно рассчитать нужное количество. Для этого следует разработать максимально точный чертеж. Чертежи дома из пеноблоков можно придумать самостоятельно, воспользоваться уже существующими или пригласить архитектора, дизайнера для помощи. На большом ватмане рисуйте эскиз дома с акцентом на такие детали: ширина, длина, высота дома, стены сооружения, окна и двери. Чтобы рассчитать такие показатели, размеры стен, не только длину и высоту, но и толщину, размеры и количество дверных и оконных проемов, размеры пеноблока. Несложный этап расчета количества без учета проемов, окон и дверей можно осуществить быстро. Это несложный процесс. Общую длину стен умножают на показатели высоты и ширины. Цифра фиксируется. Рассчитать количество пеноблоков, которые экономятся с учетом проемов, будет несложно. Если размеры окон и дверей будут одинаковыми, ширина, высота и толщина проемов умножается, и таким образом получается результат. Он умножается на количество окон и дверей. В конечном итоге суммируются все результаты. Для расчета количества блоков нужно объем стен разделить на объем одного блока. Если вы боитесь прогадать и купить лишние блоки, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который поможет рассчитать количество пеноблоков для строительства дома правильно. Фундамент под дом из пеноблоков. Любое строительство жилища начинается с рытья котлована, куда будет заливаться фундамент. При постройке дома из пеноблоков чаще всего делают ленточный фундамент. Котлован сразу же роют с учетом особенностей ленточного фундамента. Глубина фундамента зависит от климатической зоны. Уровень промерзания становится решающим фактором. Таким образом, глубина может колебаться от 70 см до 1,5 метра. Котлован роется согласно размерам дома, с добавкой по метру на каждой из сторон дома. Вырыть котлован можно самостоятельно вручную или воспользоваться помощью экскаватора по личному усмотрению. Земля, которая будет собрана после рытья, может пригодиться для клумб, горок и подобного. Вывозить ее не рекомендуется. Процесс возведения фундамента является одним из самых важных этапов в строительстве жилья. Устойчивость жилья напрямую связана с прочностью основы. В процессе строительства необходимо уделить внимание созданию специальной подушки из песка и щебня. Толщина должна быть не менее 30 см. Уплотнение песка и щебня должно быть максимально возможным. Для каркаса фундамента необходимо использовать арматуру до 1,5 см в диаметре. Через каждый метр устанавливается прут. Высота арматуры должна соответствовать высоте фундамента. Между собой прутья свариваются при помощи горизонтальных прутов. После этого устанавливается опалубка. Для этого используют доски, которые соединяются в форме щита. Толщина будущего фундамента должна достигать полуметра. Высота варьируется в зависимости от многих причин, но, как правило, не более 70 см. Между досками располагается стяжка, которая не дает бетону разорвать целостность опалубки. Чаще всего для заливки фундамента используется цемент марки 500. Состав должен быть похож на густую сметану. Утрамбовка бетона осуществляется при помощи лопаты. В течение недели, может чуть-чуть больше, опалубка не убирается. Необходимо дать раствору хорошо высохнуть и схватиться. После истечения положенного срока доски снимают. Основа дома готова к последующим строительным работам. Отделка стен из пеноблоков. Все строения, выполненные при применении пеноблоков, нуждаются в специальной отделке. Без соблюдения технологий работа окажется неблагодарной. Пенобетон не будет выполнять свои основные функции и может разрушиться. Неправильная отделка может стать причиной появления плесени и грибка. Чтобы такого не случилось, необходимо уделить особо пристальное внимание гидроизоляции.
Из-за пористой структуры использовать обычные крепления нельзя, следует приобрести специальные материалы для пенобетона. Это влияет на стоимость внутренней отделки и увеличивает ее. Говоря о внутренней отделке, имеется в виду заделка швов между пеноблоками, использование специальной водоотталкивающей грунтовки, изоляционной пленки, утепление, шпатлевка стен, штукатурка, покраска. Отталкиваясь от выбранного материала, может понадобиться гипсовая штукатурка, краска, деревянный каркас, грунтовка с водоотталкивающим составом, арматурная сетка, минвата, изоляционная пленка. Для гидроизоляции выбирают пленку или грунтовку. При этом обязательно шпаклюют швы между блоками, чтобы исключить проникновение холодного воздуха. Внутренние стены утепляют, используя минвату в рулонах или в форме плит. Можно также применить деревянный каркас. Все зависит от ваших предпочтений или способностей произвести ту или иную работу. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.